Всем привет! Меня зовут Вита, я автор кукол и игрушек, а также коллекционер кукол. И, честно говоря, много кто еще. И в этом видео я, во-первых, покажу вам, даже не знаю, это не распаковка. В общем, покажу вам пересадку Bratz, создание своих персонажей из кукол Bratz, распаковку некоторых кукол, которые мне нужны были для этого процесса. Ну и, конечно, интересные аутфиты для моих новых куколок, которые я заказала у мастеров. Мы их распакуем, померим и посмотрим, что же это такое. А также в этом видео я хочу с вами поболтать на такую животрепещущую тему, как поиск себя, кем вообще я хочу быть в этой жизни и что я вообще здесь делаю. Новый год – это время начинаний, время новых идей, новых планов. И тема, на которой я хочу поговорить, кажется мне очень актуальной. А также я хочу в этом году больше общаться с вами, больше делиться своим мнением, своими какими-то рассуждениями, потому что я поняла, что раньше мой блог был немножечко отстранен от меня, то есть при том, что мне практически на все есть что сказать, я очень редко высказываю свое мнение. Я очень редко говорю на какие-то темы жизненные, и мне хочется это исправлять. Мне хочется быть более искренней и обсуждать те вопросы, которые у меня наболели, собственно говоря. Начнем, пожалуй, с куколок. Часть распаковочек и тому подобного я публикую в шортсах, потому что я их сняла в вертикальном формате и не продублировала в горизонтальном. Так что показываю здесь, что есть, остальное смотрите в шортсах. Вообще идея сделать персонажей у меня появилась на выставке «Территория кукол». Там была такая милая фотозона для куколок, а я человек, который в куколки не играет, я их только собираю. И как-то нести какую-то просто куклу из коллекции, фотографироваться мне было абсолютно неинтересно, но при этом я же веду блог про кукол, и подумала, что, наверное, стоит завести такую дежурную куколку, которую я буду одевать в тематике своих выходов и носить с собой, и фотографировать, может быть, снимать с ней шортсы. И сперва мысли мои потекли в сторону Барби, потому что это, наверное, более очевидное, и они такие более человекообразные, прям по пропорциям, по одежке, можно много чего интересного с ними снять. Да и у многих блогеров именно Барби является таким маскотом. А также среди них очень большой выбор рисовок, цветов, вообще всего, что угодно. Можно найти по любым вообще пожеланиям себе куклу. И когда я стала выбирать и смотреть, я поняла, что что-то не то. Вот что-то не моя тема, вот мне не подходит. И да, конечно, меня осенило именно в этот момент, что вообще-то я любитель Bratz. И Bratz — это основная часть моей коллекции, и говорю я о них чаще всего. И MJ я трепетно люблю. И кто вот очевиднее, чем Bratz, может стать моим персонажем? И тогда я пошла на Авито искать кукол, которые мне интересны, именно в плане персонажей. И с этим возникла большая проблема, потому что коллекции Bratz практически все я знаю наизусть. То есть я каждую куклу увижу, и я скажу, какая это коллекция, какой это год, в каком она там выпускалась аутфите и так далее. То есть они для меня не куклы, они для меня конкретно вот определенные выпуски. Вот каждый раз, когда я смотрю на Bratz, я вижу конкретный выпуск. Я не могу абстрагироваться от этого. И пролистывая Авито, я наткнулась на голову. Bratz Head Games – это такая серия, в которой чисто выпускали головы, бюсты. И эти бюсты можно было причесывать, можно было пересаживать на тела Bratz и, в общем-то, играть с ними. И вот как раз головы я вообще не знаю, они меня никогда не интересовали. Я нашла очень красивую Хлоечку, которая мне понравилась, заказала эту голову и понеслось. И все, и я стала искать тело. И самым очевидным вариантом это было тело шарнирное от Chloe Always. Ну, просто их легче всего достать, и по цвету подходит. Так что остановилась я на нем. Хотя до этого я попробовала примерить голову к телам Blaze, которые используются для кастомов, и поняла, что что-то не очень подходит. В общем, хотелось в какую-то такую сторону поиграть, но в итоге остановилась все-таки на классическом теле Bratz, потому что, ну, как бы это же Bratz.
То есть я хотела, чтобы это остался персонаж Братц. А потом внезапно я увидела очень дешево Мейган Сафари. А Сафари — это та коллекция, которая тоже мне не сильно интересна. Я никогда ее прям детально не рассматривала, девчонки мне там не нравились. То есть она для меня тоже немножко такая безликая. И у меня есть прекрасная рыжая подруга Даша, которую можно увидеть в предыдущем видосе, вот здесь вот. И все. Мои мысли невозможно было остановить. Я поняла, что мне нужна эта Мейган, у меня будет 2 куклы. И вот так еще появилась Мейган, для которой я подбирала тело, потому что тело Джейд и Хлоя из Always для ей не очень подходит по цвету. Оно такое более желтое, более темное, сейчас увидите. И в итоге я вообще удачно, опять же, наткнулась на недорогую Невру из Прайд-сета. И ее цвет тела подошел очень хорошо. И вот мы здесь. Давайте теперь посмотрим на все это поближе. Тело Хлои Always я на Авито не нашла, поэтому заказала новую с Wildberries. И что интересно, мне пришла Хлоя с другим типом печати, отличным от того, что у меня в коллекции. И вот справа это кукла из моей коллекции, у которой уменьшенная, очень ценная печать, а слева, соответственно, увеличенная. Но интересно то, что у куклы слева печать намного более яркая, контрастная и глянцевая. И я долго не могла определиться, какая же кукла мне нравится больше и какую оставить, но в итоге решила оставить именно ту, что считается более ценной и более красивой, то есть правую. Вот, хотела я с вами поговорить. Знаете ли, мне скоро 28, уже в феврале, а я все еще не знаю, кем хочу быть, когда вырасту. Последние, наверное, 3 лет этот кризис все нарастал, и дошел до какого-то пика, что я не хочу делать вообще ничего. Я скучаю по тому времени, когда я только начинала делать шарнирных кукол. У меня был такой прям задор, мне так сильно это нравилось. Я вот прям не могла не сидеть за рабочим столом, не делать. И вот все оно как-то рождалось естественно. То есть не было такого, что я себя заставляла или планировала, что именно надо сделать, чтобы это продать, там, что, куда разместить. То есть как-то все получалось само собой. Но постепенно этот запал все больше угасал и угасал. Творчество, которое становилось работой, перестало приносить мне удовольствие. И вот я начала своих новых зверят, и все равно мне очень сложно уделять им время. То есть я заставляю себя, это уже не идет настолько легко. Если я начну над ними работать, то, в принципе, я втянусь и могу работать несколько часов нормально. Но заставить себя, знаете, выбрать время, сесть, особенно когда есть другая работа постоянная, прям тяжело. В последнее время мне хочется приходить домой, ложиться на кровать и смотреть в потолок. Так еще и успешный успех отовсюду очень сильно давит. Но, к сожалению, без этого никуда. Это уже наша реальность даже, а не проблема. То, что мы видим очень много соцсетей, очень много других людей, и, по сути, видим отретушированную картинку их жизни, то есть видим только их успех и не замечаем их страдания, неудачи и тому подобное. Но это давит. Это все равно давит, даже когда ты понимаешь, что может быть все не так просто и все не настолько правда, а даже если правда, то это единицы, у кого прям все прекрасно, все идеально. Но все равно смотреть на это сложно, и я как-то уже потеряла интерес к шарнирным куклам. Мне, в принципе, интересно заниматься моей работой литьем шарнирных кукол, но самой как-то их коллекционировать, я никогда их не коллекционировала, или делать уже неинтересно. И вот когда отмирают старые интересы, ты как будто бы остаешься один на один с самим собой. И думаешь, что я буду делать? А кто я вообще? И это довольно странное чувство, потому что вроде как ты живешь с собой уже много лет, и пора бы уже как-то к себе привыкнуть, но нет. И да, главная проблема то, что лично меня перестал радовать процесс, перестало радовать вообще все происходящее. Я очень часто что-то новое начинаю, и я, честно скажу, очень много умею. Я могу и шить, и миниатюру делать, и вообще все, что угодно, я все могу это сделать, если захочу, но я не хочу. И самое главное, ни в чем из этого я не хочу развиваться, не хочу вкладывать в это силы, не хочу делать это делом своей жизни. И, в общем-то, меня утомила работа. Я думаю, честно говоря, я не одна такая. Вот скажите, пожалуйста,
Может быть, это выглядит как какое-то нытье и лень, но это, знаете, вот именно переосмысление. Потому что очень долго я жила вот в будущем, сейчас я вот добьюсь, сейчас я вот сделаю, вот сейчас я разовьюсь. И когда это не наступает, ты разочаровываешься. Но ты понимаешь, что это не наступает, потому что в целом ты не так сильно этого хотел, и не так сильно над этим работал. Ну, я, например. То есть я не вкладывала все свое время, все свои силы в развитие своих соцсетей, в развитие своего творчества и так далее. То есть нет, это правда. Но это значит, что мне не очень этого хотелось. И я начала активно вести свой кукольный блог в том году, но уже за полгода первый я очень устала. То есть я вижу отклик, я вижу, что люди смотрят, там какие-то рубрики интересные могу показать, рассказать, но меня утомил этот процесс. То есть пока он приносил мне удовольствие и творческую энергию, мне хотелось этим заниматься. Как только это стало больше обязаловкой, у меня опять пропало желание это делать. Вот. Поэтому я, как видите, опять немножко меняю формат, ищу себя, и я думаю, я буду продолжать это делать. Но мне всегда нравилось общаться в интернете, всегда нравилось показывать свою жизнь, свои интересы. Поэтому это, наверное, точно останется частью моей жизни. А вот конкретно с тем, чтобы смотреть на чужие, кажется, я уже присытилась. Потому что я сейчас за работой слушаю на повторе одну и ту же музыку. Просто вот знакомую, которая мне нравится, и не останавливаюсь, ее слушаю. Не могу смотреть новые видео на YouTube, вообще никакие, на любую тематику. True crime, не знаю, фильмы, игры, куклы, вообще что угодно, я просто не могу. Я открываю, мне становится скучно, неинтересно и как-то грустно, что ли. Вот. То же самое относится к блогам других людей. Я начала отписываться от многих кукольных блогов, многих кукольных авторов, просто потому что я присытилась, и меня все это обилие не радует, а загоняет в депрессивную яму. И, в общем-то, я хочу немножечко детокса, хочу немножечко почиститься, привести свои мысли в порядок. Может быть, я так почувствую, чего я вообще хочу делать, и в чем хочу развиваться, и хочу ли вообще. Давайте сперва поближе вам покажу вот эту девчонку. Такая она красивая. Это как раз Хлоя Head Games. Я ее помыла, конечно, привела в порядок. Вот. Я назвала ее Вера. Вера сейчас в костюмчике, который я сшила сама, внезапно вдохновилась и сварганила ей вот такое вот платьишко с лямочками, с бусинками. Прошила ей вот этот вот красивый узор в виде сердечек. И топ. Топ с такой прозрачной блестящей сеткой. Сзади липучки. Я чуток не рассчитала, что топ займет место. И в итоге платье до конца не застегивается. Но, честно скажу, это вообще первый опыт в жизни у меня шитья для братц. Я не знаю, что меня так переклинило. Мне хочется еще что-нибудь пошить. Ну, как я и говорила, я быстро загораюсь, а потом теряю интерес. Вот, в общем, пока она у меня стоит в таком красивом платьишке. А сережки у нее, кстати, это человеческие сережки. Гвоздики маленькие. Очень хорошо они подошли к куклам. Я прям скупила кучу разных. Теперь надеваю их и Барби, и Братц, и вообще всем-всем-всем. И подарила еще подруге на Новый год. В общем, советую. Вот такие маленькие гвоздики очень красиво смотрятся в ушках кукол. Ну, на ногах у нее туфельки от Chloe Always. И тело у нее, да? Я тоже показывала. Вот. Вторая девчоночка – это Мейган Сафари. Такая вот. Она была не в очень хорошем состоянии, на голове были пятна, волосы подстрижены и немножечко такие лысоватые, но, честно говоря, мне очень нравится и стрижка, и то, что волос не очень много, потому что так она выглядит довольно естественно. Если я еще красивую причесочку сделать, то вообще будет здорово. У нее такой тяжелый красивый мейк. Ну и пока она, нарядилась во все, что было.
И вот такие они совершенно разные. Одна такая романтичная, может быть, немножко стервозная, а вторая, несмотря на тяжелый мейк, мне кажется, более какая-то добрая. И еще к ним в компанию вот так вот это просто внезапно происходит, что мало того, что одна кукла притянула вторую, так еще и они тут себе собаку захотели. Вот такой шикарный амбули. Собака моей мечты. Очень сильно хочу такого песика, но пока он у меня есть только в варианте фигурки с Алиэкспресс. Может быть, ее надо подкрасить чуток, потому что она не везде ровно прокрашена. А еще, наверное, надо сделать ему поводочек. При том, что именно вот эту куклу я ассоциирую с собой, пес больше хочет быть с рыженькой. Вот. Так что это ее собака. И она именно собачница. Еще одна важная тема. Когда вам отовсюду кричат про успех, отовсюду показывают вам, что надо работать, надо стремиться, надо делать. Как бы мы все боремся с устоями, боремся с какими-то стереотипами. Но в какой-то момент это может загнать нас в ловушку. Я всю жизнь была трудоголиком. Но, знаете, таким пассивным трудоголиком. То есть я всегда хотела что-то делать и думала, что надо делать, но делала не так много, как надо бы. При этом я и закончила универ отлично, и дело свое организовала, и в творчестве что-то поделала. Короче, в целом-то как бы результаты есть, но они меня утомляют тоже. И сейчас, вот осенью, я начала учиться наслаждаться просто жизнью. То есть вот просто жизнью, вот просто там еду приготовить на кухне, не знаю, с мужем фильмы посмотреть. То есть то, что эти моменты очень ценны. И они ценны даже без каких-то невероятных достижений, которые стоят у меня за плечами, например. Как бы, да, есть работа, круто. Может быть, я и не хочу большего. Может быть, я не хочу стремиться к большему. Может быть, я не хочу зарабатывать миллионы или быть суперпубличной личностью. Не знаю. Каждый должен отвечать для себя сам на эти вопросы. И, пожалуй, отделять вот эту вот зерна от плевел. Вот. Где это навязанное нам из интернета, из того, что мы смотрим, а где наши реальные чувства, желания и ожидания. И для всех они свои. Много людей, которые хотят работать, хотят достигать, хотят вот быть успешными на виду. Там, не знаю, есть люди, которые очень сильно хотят ухаживать за собой, там, что-то прихорашиваться, переодеваться. И именно такие люди, которые искренне этого хотят, мне кажется, и достигают успеха в той сфере, которую они выбирают. То есть, если она им настолько сильно откликается. Но нет ничего плохого в том, чтобы признаться себе, что вы этого не хотите, например. И я, в общем, на этой стадии. Я на стадии принятия того, что я не хочу ничего особенного, кажется. Что я хочу достроить дом, растить цветочки, гулять с собакой, завести еще одну собаку, там, жить с мужем, смотреть, не знаю, сериальчики по вечерам. Ну и, может быть, что-то такое творить, создавать. И просто иметь стабильную работу, на которую я буду ходить и делать там то, что я умею делать, и умею делать, например, хорошо. При этом работа может быть любой. Это может быть ваш бизнес, может быть работа на дядю, не знаю, может быть творчество. То есть если эта работа не высасывает из вас силы, а по сути приносит вам результат, финансы, возможно, удовольствие, то это замечательно. Может быть, и не нужно стремиться прям к чему-то невероятному. В общем, я не хочу сказать, что все грустно, плохо, мы ничего не достигнем. Нет, это не так. Но жизнь одна, и хочется ей наслаждаться, и наслаждаться ей именно так, как можешь ты сам. То есть я вот к 30 годам начала определять для себя, при том, что я всегда была очень амбициозной, что мое наслаждение жизнью, оно реально просто в обычной жизни. Вот мне нравится обычная жизнь. Может быть, потому что у меня никогда не было возможности ей пожить. Знаете, вот тихо, мирно пожить где-нибудь в уголочке, просто поработать и повести хозяйство. Не было. Но мне этого хочется. И думаю, что в этом нет ничего плохого. И что интересно, ко всем этим мыслям меня подвела моя депрессия, потому что я действительно долго не понимала, как вообще мне жить дальше. И в целом все мои дни были несчастны очень долго. И только когда я смогла себе давать какие-то честные ответы, я смогла наконец почувствовать себя счастливой и начать получать наслаждение от тех вещей, которые я делаю.
В том числе от коллекционирования кукол, кстати. Потому что в какой-то момент это превратилось просто в рутину. Типа, я купил куклу, я ее поставил, там я купил куклу, я ее снял. А сейчас каждая кукла для меня особенная. Я наслаждаюсь моментом ее покупки, я наслаждаюсь моментом ее распаковки. И очень сильно выделяю на полке всех своих кукол. То есть я прям смотрю на них и думаю, вот ты такая, ты такая. И как-то больше, что ли, начинаешь замечать окружающую жизнь, начинаешь замечать людей вокруг и что происходит. И стараюсь не замечать прям плохого, обращать внимание именно на хорошие, на счастливые моменты. И второе – это, собственно, блогинг. Блогинг прям заставил меня задуматься, что я хочу снимать, о чем я хочу говорить, о чем я не говорила до этого и почему. И, в общем-то, вся тема этого видео плавно как бы перетекает из предыдущего. И советую его посмотреть. И думаю, я буду потихонечку развивать такие вот видео разговорные на важные темы. И еще я заметила, что те, кого я смотрю, это в основном очень комфортные блоги, то есть где люди делятся своей жизнью, такой, знаете, размеренной, простой. Или люди, которые вообще не стесняются говорить то, что они думают. Например, быть резкими или быть грубыми. Но не в агрессивно-жестокой манере, да, а просто вот они такие. Вот я просто вот человек, который резкий, например. И человек этого не скрывает, не притворяется. И как-то у меня отсеялись блоги, которые прям очень сильно постановочные, где видно, что человек прям, не знаю, очень старается сделать из себя другого человека. Ну, в общем, такой, надеюсь, это будет такой год очищения в хорошем смысле, переосмысления, поиска себя. И в целом хочу больше научиться радоваться жизни, чего я вам советую. Что вы думаете? Как вы вообще сами относитесь к обилию блогов, обилию контента? Не фрустрирует ли он вас? И в чем все-таки заключается поиск себя? В поиске какого-то занятия, которое будет приносить вам доход, не знаю, которое будет вот делом вашей жизни? Или все-таки в поиске искренних своих чувств по любому поводу? Работы, жизни, партнера, чего угодно. Вот, пожалуй, мы так редко говорим себе правду, да, рассказываем самим себе, что же мы хотим, потому что в некоторых вещах очень стыдно себе признаться. Но когда вы это сделаете, думаю, станет намного легче. По крайней мере, понимать, что делать дальше. А теперь давайте посмотрим и распакуем красивые аутфиты, которые я заказала. Первый – это от мастера с ником Пуховая. Вот такой мешочек. Заказала я все это еще в ноябре и получила тоже. И вот да, с тех пор это лежало и ждало видео. В общем, давайте смотреть. Вот. Такой красивый мешочек. Ссылки на мастеров я оставлю в описании. Тут такая красота. Ну, стикеры это уже, знаете, хороший тон в заказах. Я тоже обычно кладу стикеры. Так, первый аутфитик. Давайте смотреть. У этого мастера такие интересные, мне кажется, больше какие-то фэшн-образы, чем повседневные. Вот, но при этом они достаточно простенькие в исполнении. И это, кстати, подкупает. Красивая кофточка с разрезом над грудью и с такими широкими рукавами на липучечке. К этой кофточке кожаная юбчонка. Вот такая вот с длинными лентами. Тоже на липучке. И меховые гетры. Ну, я, честно говоря, не любитель гетр, хоть братц и как бы ассоциируют с ними, потому что это и 2000-е, и в целом часто в образах они были. Вот. Но я как-то не очень люблю в образах гетры, но все равно как факт очень приятно, что есть еще и гетры. Так, едем дальше. Это более сложный образ. Здесь пышный корсетный топ
с такими рукавами шикарными. Он держит форму. Здесь вот все прошито. И тоже на липучке. Вот. И такие широкие-широкие, шикарные джинсы с подвесочками, с плюшевым сердечком. Очень в стиле братс. Вот прям, знаете, вот прям вот когда я увидела эти брючки, я поняла, что да, вот это определенно братс. Вот они такое будут носить 100%. Вот. И все такое, вот знаете, в розовых и нежных голубых тонах. Да, это я, конечно, выбирала. Но вот все это подходит блондиночке. Как будто бы для рыженькой ничего и нет. Но для рыженькой есть в другой коробочке. Вот в этой. Это мастер по имени Анна Девлин. Да, вот такое вот интересное имя. Не знаю, псевдоним это или реальное имя. Созвучно с Анной Делви, известной российской аферисткой, которая обманула весь Голливуд. Ну, я думаю, многие из вас смотрят тоже True Crime и знают эту историю, но при этом сама девушка просто прекрасная. Знаете, нет смысла ассоциировать. Ой, какая прелесть. Девлин. Анна Девлин. В общем, нет смысла ассоциировать с той известной... Ой, а тут наклейки с Братс. О, какая прелесть. Сейчас откроем, посмотрим. В общем, просто невероятно отзывчивая девушка. Мне очень нравятся ее аутфиты, которые она создает. Ну и посмотрите, какая прелесть. В заказе для Братс наклейки с Братс. Боже мой, спасибо. Вот, и я прям кайфанула от заказа у нее, потому что и вещи очень профессионально сшиты, и сами аутфиты, они такие более натуральные, что ли, более повседневные, то есть не просто фэшн ради фэшена. Посмотрите, какая красота! Эти миниатюрные ровные строчечки, эти аккуратные стежочки, эти красивые выкройки. Посмотрите, тут даже подшита эта лента. Обалдеть. Тут такой вот простенький летний комплектик, но, как видите, сшитый просто нереально качественно, нереально вообще. Это рукавчики. Рукавчики для куколки. Так, идем дальше. Это вот такой костюмчик из обалденных штанов. Мне кажется, это одна из лучших моделей у Анны. Вот эти штанишки, они просто прекрасны. Вот эти сборочки я попросила ее сделать, потому что мне хотелось, чтобы штаны были более так в стиле карго, не прям клеш в разлет. И мне кажется, со сборочками они тоже очень классные. Цвет очень приятный, розовый. Вот эти вот кармашечки и ремешочки, вы посмотрите. Ну кармашечки... Ой, нет, рабочие кармашечки. Класс. И эти тоже. И эти рабочие. Можно туда косметику, брат, запихать. И тут тоже прошита на поясе лента. Вот. Боже, какая красотища. К этому комплектику вот такой вот красивый топик. Буду одевать, посмотрите. Ой, тут даже липучечка спрятана, чтобы ничего не видите, не зацепилось. В общем, вот такой топик. И вот такая вот кофточка. Чисто такие рукавчики. Сейчас буду мерить, покажу. Все очень аккуратно прошито, прям очень. И очаровательный шоппер. Шоппер. Смотрите, какой с кармашком. И с розовой бутылочкой. Напитка. Боже мой.
Это так мило. И посмотрите, тут и петелька. И сам шопер внутри тоже аккуратненький. И все кармашки. Ну, боже, какая красота, а. Так, да, вот это все для моей блондиночки. Потому что, честно говоря, во-первых, мастеров для братц очень мало. Я прям толком никого не нашла. Вот Аня, наверное, вот лучший человечек, которого я нашла, потому что и шьет она шикарно, и очень внимательно, и вообще образы очень интересные. Вот. И, в общем, вот только один костюмчик у меня для моей рыжули. И тоже, видите, в таком же бордовом стиле. Честно говоря, для рыжих девчоночек мне сложно подбирать образы. Вот, поэтому пока остановилась на таком вариантике. Просто вы посмотрите, как профессионально все сшито. Вы посмотрите, посмотрите, все вообще тут, вот вообще. И вот здесь мельчайшая строчка. Вот этот ремешочек с петельками, тут все. Боже, ну очень красиво, очень, просто очень. Тут еще такой черный топик, такой же, как розовый. И тоже рукавчики, ну, такие, как вязаные. Тоже очень классная ткань подобрана, прям. Это же ткань, это же не связанная. Я думаю, что это не связано. Да, это, наверное, сшито. Тут такая пуговка, чтобы застегивать. Так, ну что, начнем мерить. Вот первые два образа. Я уж на нее тоже померила, потому что негоже все ей примерять, блондиночке. Конечно, не супер ее цвета, но я постаралась так стилизовать, чтобы и ее роковой взгляд отразить, роковой мейк, и чтобы сочеталось. Посмотрите, как хорошо сидит. Прям красиво очень. Все эти ленточки. Красота. Ну и Хлоюшка. Точнее, Вера, как я ее назвала. Корсет вот этот вот очень красивый. Он прям так выигрышно смотрится. Просто нереально сказочно. Оп, телефон потеряла. Джинсики. Джинсики длинные. То есть вот тут прям туфли у нее на каблуке. И они прям круто подчеркивают ножки. Вот так вот. Блондиночке очень идет. Переодела ей сережки. Смотрите, какие. Это тоже вот маленькие сережечки. Детские, наверное. И, кстати, тоже сережечки одела. Но это уже братцульные сережки. Ну что, вот и новые образы. И как же Мейган идет этот бордовый. Прям очень сильно. Смотрите, какая красота. Ой, как все изящно, как все хорошо сидит. Вот такая вот она симпатяшка. Ну, а Вере, конечно, розовый очень к лицу. Оп, очки теряем. Слишком пышная грива. Как говорится, под лицу все к лицу. Да? Она прям создана для этого образа. Тоже все так аккуратненько и красивенько. Вообще. Вот такое странное получилось по формату видео. И поговорили, и в куколок поиграли. Надеюсь, вам было интересно. Мои девчоночки теперь в таких прекрасных луках. И теперь их можно показывать везде, фоткать и брать с собой на мероприятия. Очень мне нравится. Да, вот этот лук я не показала. Ну, вот тоже приодела. И Верочка в нем такой ангел вообще. Мне так нравится. Осталось подобрать им какой-нибудь зимний образ и сфоткать на улице. С этим, кстати, сложнее. Зимних я вообще ни у кого пока не видела. Именно авторских. Не просто собирать из вещей братца, а именно вот заказать что-то современное, такое новое. Ну, а эту девочку я долго думала, как называть, и остановилась на имени Дина. Мне хотелось что-то такое русское, но при этом и не совсем. И при этом короткие, простые имена. Вот. И мне нравится, что они такие разные. И для меня они отражают меня с моей подругой. Мы тоже очень разные. При этом
совсем по-другому. То есть у них характеры немножко противоположны нашим с подругой, но девчонки вот такие вот все равно классные получились. Я очень довольна, я кайфанула прям в процессе подбора и тел, и голов, и одежды, и имен. И вообще это такой увлекательный процесс создания. Не знаю, часто ли я буду их снимать и показывать. Мне очень хочется для них пошить. Вот, в общем, девчонки вам говорят пока. Спасибо вам большое за просмотр. Возвращайтесь ко мне еще. Если вам сложно смотреть на YouTube, пожалуйста, подписывайтесь на меня на Дзене. А если вы не хотите смотреть мои видосы, ну, например, хотите смотреть фотки, а если и то, то подписывайтесь в Telegram. Буду очень рада, потому что с замедлением YouTube просмотры упали, охваты упали, и в целом пока не знаю, где я дальше буду вести свой блог. Пока я здесь. Все, пока.